Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? Capcom решила нехило так надавить на олдскулы, задав всего один вопрос на сайте сообщества. Какой сиквел или ремейк вы хотели бы увидеть? Ну, на самом деле вопросов больше, и вообще-то это опросник аж на 10 пунктов. Все перечислять не буду, назову лишь самые занятные статьи. Для какой франшизы вы бы хотели увидеть сиквел или новую игру? Варианты: Darkstalkers, Dino Crisis, Okami, Onimusha, Lost Planet, Devil May Cry и Mega Man. Следующий пункт: какой ремейк вы хотите? Первые 3 Onimusha, первые 3 Ace Attorney, Commando, Rival Schools, Nijiroko no Kiseki, Final Fight, первые 3 Breath of Fire, первые 2 Gargoyles Quest или первые 3 Mega Man. Ну и третье: что вам не нравится в Capcom? Перезапустите уже старые франшизы. Слишком уж почивает на лаврах в последнее время. Недостаточно номерных частей игр. И последний вариант: много всего, что тут не указано. Все прочее в опроснике интереса не вызывает. Там от банального «какая ваша любимая игра» от Capcom до не менее банального «что вам нравится в играх Capcom». И вот пусть только попробует после этого не анонсировать в ближайшие пару лет новую DMC или ремейк Dino Crisis. Свежее дополнение настигло Atomic Heart. DLC получило название Узник Лимбо, и, как вы уже догадались, посвящено оно цветастому радужному миру грез, так что привычного геймплея не ждите. Мы должны носиться за яблоками, много прыгать, бегать от дикого гуся, роняя кал, и стрелять из пряничного калаша. И все это под свежие атомиковские ремиксы. Сюжет аддона продолжает концовку альтернативную, той, за которой следовало дополнение Инстинкт истребления. Яблоки мы ищем не просто так, они разблокируют навыки и оружие, а золотые монеты откроют доступ к 7 новым скинам, которые можно будет использовать и в основной кампании. Узник Лимбо уже доступен на всех платформах. Создатели Helldivers 2, чей выход уже не за горами, рассказали о главной фиче игры касательно глобального сюжета. Для второй части авторы прописали множество различных вариантов развития событий, но то, какая из цепочек в итоге будет запущена, повлияют сами игроки. Время от времени в Helldivers 2 будут появляться ограниченные по времени глобальные миссии. Так вот, то, победят ли в них игроки или проиграют, как раз и будет триггерить ту или иную прописанную сюжетную ветку. Причем обещают не какие-то мелкие локальные изменения. Как пишут разработчики, последствия навсегда изменят облик галактики. И ощутить это мы сможем уже в первые месяцы после выхода второй Helldivers. Пострелизная поддержка игры по плану будет включать несколько бесплатных обновлений, которые введут в игру новые геймплейные возможности, локации и противников. Сама Helldivers 2 стартует уже завтра на ПК и PlayStation 5. После январского показа новой экшен-RPG Evout от Obsidian у публики остались смешанные впечатления. Презентация была посвящена сражениям, и многие отмечают, что они получились по-обсидиановски неказисто. Разработчики заверяют, что к выходу игра определенно станет лучше. В недавнем интервью представитель Обсидианов заявила, что команда вовсю работает над шлифовкой боевой системы. По ее словам, то, что увидели игроки в показанном геймплейном ролике, на самом деле устарело на несколько недель. Но разрабов воодушевляет то, что критика направлена на те элементы, кои, в общем-то, уже активно прорабатываются. Obsidian следит за отзывами в интернете. Если сообщество будет часто упоминать в комментариях ту или иную игровую деталь, то разработчики обратят на это внимание. Ну, мы про такое уже много от кого слышали, а как там получится на самом деле, это мы поглядим осенью. Evout должна выйти на ПК, Xbox Series, а также появится в каталоге Game Pass. Paradox выкатила новый сезонный абонемент для ролевой стратегии Crusader Kings 3, а значит, мы теперь знаем, какие DLC стоит ожидать в ближайшем будущем. Итак, первым по списку идет косметический набор Couture of the Carpets, который содержит одеяния и наряды, навеянные французской модой 13 века. Кутюрный пак доступен уже сейчас. Следом идет Legends of the Dead, дополнение, вводящее в игру механику легенд с возможностью увековечить историю вашего
вашего монарха, наняв летописца или поэта. Вместе с DLC в игру придут героическое наследие и наследие легитимности, а также новые болезни, похоронные обряды и зловещая черная смерть. Аддон стартует 4 марта. Кроме того, в 2024 ожидается дополнение Roads to Power, в котором откроется возможность править Византийской империей с помощью новой формы административного управления. Можно будет принимать участие в различных событиях на византийскую тематику или же отправиться в путешествие, не привязываясь к конкретным землям. И последнее DLC из списка, Wandering Nobles, добавит новый стиль жизни путешественника, а также новые поводы для самих путешествий, различные происшествия и истории, связанные с перемещениями вдали от двора. Когда явится Roads to Power и Wandering Nobles, пока неизвестно. Небольшая заметка касательно продолжения Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. В команде случилось пополнение, к ней присоединились не абы кто, а опытные спецы из AAA сектора. На роль исполнительного продюсера взяли Дэна Хернберга, который успел поработать в Amazon Games, Panic Button и Blizzard. Дизайн-директор Райан Барнард ранее был гейм-директором в Massive и руководителем по геймплею в IO Interactive. За технологии будет отвечать Алан Вилани, имеющий в портфолио несколько частей Mortal Kombat. За сценарий ответственной назначили Анну Мэггел, у нее за плечами Control, Dishonored, Death of the Outsider, Avatar Frontiers of Pandora, Guild Wars 2 и грядущая Fable от Playground Games. А помогать ей будет Александр Фрид, некогда ведущий сценарист Star Wars The Old Republic, который также успел поработать в DICE, Obsidian, Wizards of the Coast и Fox Next. Сиквел Valiant Hearts с подзаголовком Coming Home прошел незаметно. Все потому, что выпустили игру только на мобилках, да еще и через подписку Netflix. А игра вообще-то годная. Правда, проходится всего за 3 часа, геймплей не такой интересный. Но на днях на сайте возрастного агентства Бразилии обнаружили новый список платформ, в котором прописались PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. И хотя ПК тут не указано, наверняка игра выйдет и на компьютеры. Ждем. Кстати, по поводу мобилок. По сообщениям издания Reuters, вместе с 16% акций компании From Software корпорация Tencent приобрела и лицензию на Elden Ring. А теперь она собирается запилить мобильную версию. Древнее кольцо хотят превратить в условно-бесплатный проект с внутриигровыми покупками в духе Genshin Impact. Собрали команду в пару десятков человек, прототип уже пилит, но продвигается оно как-то медленно. Вы наверняка спросите, а зачем? Да просто новые тайтлы не оправдывают ожидания Tencent, и теперь ей нужен новый хит, который принесет много денег. Так что бойтесь Elden Impact или Genshin Ring. А за сим все. Залетайте на наш сайт и читайте свежее превью Александра Бурсова, посвященное глобальной стратегии милления. И обязательно посмотрите обзор Like a Dragon Infinite Wealth от Василия Гальперова. Хорошего дня!